Где-то в 2000 году у нас в Грузии часто пропадало электричество. Например, около 12 часов дня его отключали до 6 вечера. Ну, что бы вы делали в течение 6 часов? Мы вот, например, играли в футбол на улице и пытались выиграть призы, такие как йогурт, фанта, кока-кола или батончик сникерс. Все мои колени кровоточили, когда мы играли на асфальте, и постоянно падали. Это цитата из интервью Гурама Кашия, Guardian, который он дал перед стартом чемпионата Европы 2024 года. И сегодня мы в течение 10-20 минут поговорим о том, как Гурам провел свой 2024 год. Мне кажется, лучший год футболиста вообще в его карьере. Все его взлеты, падения, ключевые моменты, ключевые цитаты. Обязательно все будет внутри. Поэтому время не теряем, погнали. Итак, Гурам Кашия. Можно ли выдумать футболиста более легендарного в настоящем грузинском футболе? У него 123 матча в составе сборной Грузии, 578 матчей на клубном уровне в составе самых разных команд, в том числе и в голландском Витесе он поиграл, и в Словане Братислава. Обо всем мы поговорим, все разберем. Ну и, конечно же, это капитан сборной Грузии сегодняшний, это капитан того же Слована. И не просто капитан, а настоящий лидер команды. Я сам видел, находясь здесь, в Батуми, матч против Украины. Об этом мы еще поговорим. Как он управлял, как он был погружен вообще в происходящее на поле. И это действительно производит впечатление. И немного о формате вообще, поскольку это первый выпуск в данной серии. Я проводил небольшой опрос у себя на канале. Вы, конечно же, Гурама Кашия поставили на последнее место. Но, как говорится, если хотите Мамардашвили, то давайте начнем с низов. Ну, с низов рейтинга, да, который вот у нас образовался. Гурам Кашия набрал меньше 10% в нашем импровизированном голосовании. Также Георгий Качарашвили, Хвича Кварацхеля и Георгий Мамардашвили. Я, если честно, был удивлен, что он набрал больше всего голосов. Но вот давайте мы так потихонечку пойдем. Начнем с Кашия. Я думаю, что он все-таки заслужил быть первым. Итак, давайте разбираться. Январь 2024 года, год назад, Гураму 36 лет. Он никогда не играл на чемпионате Европы в финальной стадии, он никогда не играл в Лиге чемпионов. И вот о чем он мог мечтать в начале года, что он вообще загадывал, ну, в голову мы ему не залезем. Позвонить я ему сейчас не могу спросить. Может быть, вы знаете, кстати, напишите, если знаете. Может быть, в каких-то интервью это было. Ну, наверняка, конечно же, перед стартом очередного года, 2024, когда Грузию ждали решающие матчи за право попасть на чемпионат Европы, когда у Слована еще впереди была концовка сезона, ну, наверное, конечно же, мечтал он о чемпионате Европы. И вот мы сейчас глазами Гурама проживем весь этот год, отметим самые важные матчи, самые важные события. И, конечно же, я добавлю цитаты из уст Гурама. К сожалению, нет у меня возможности с ним лично пообщаться, но вот хотя бы в таком формате проживем этот год вместе с ним. Чемпионат Гурам и его Слован заходят на первом месте. Хороший задел сделали себе по итогам 2023 года. Но вы знаете, что большие паузы в национальных чемпионатах. И вот футбольный год, ну, начинается, скажем так, относительно поздно, да, если мы сравним с чемпионатами Италии, Франции и другими. В феврале Гурам проводит свой первый матч в 2024 году. Знал бы он тогда, сколько их будет еще впереди. Но вот, тем не менее, играет против Жилины, 4-0 Слован выигрывает. Потом еврокубковые матчи, кстати, встречаются в рамках Лиги конференции против Штурма Атара Китаишвили. Проигрывают 1-4, потом 0-1. В общем-то, не самые яркие матчи, но, наверное, футболками с Отаром, по крайней мере, поменялись. И вот буквально за неделю до важнейшей игры против Люксембурга, это первый стыковой матч за право играть на чемпионате Европы, Владимир Вайс оставляет Гурама на скамейке запасных, не выпускает его на поле. Я не знаю, была ли это какая-то договоренность именно с Вайсом. Я напомню, что Вайс тренировал-то сборную Грузии как раз-таки до Вилли Саньоля.
но тем не менее получает Каши такой вот отдых. А, кстати, до этого, да, я забыл еще сказать, что Слован вылетает еще из Кубка Словакии, хотя, знаете, Слован такая доминирующая сила в словацком футболе, но не такой удачный старт года, как хотелось бы. Но я уверен, что Гурам думает о предстоящем матче плей-офф против Люксембурга. И вот что он рассказывает уже в своем интервью Guardian, о котором мы будем сегодня много говорить и к которому мы будем сегодня многократно возвращаться. За 4 месяца до этих игр, имеется в виду стыки за попадание на чемпионат Европы, я не ел ничего сладкого, потому что знал, как сильно разочарую себя, если мы не пройдем отбор. И в этом же самом интервью Гурам возвращается мыслями в 2020 год. Вы помните матч против Северной Македонии, тоже стыковой матч. Но тогда было проще, был всего один матч против Северной Македонии, нужно было его выиграть, и в этом случае Грузия попадала на чемпионат Европы в 2020 году, я напомню. Вы помните ковидные все ограничения, матч без зрителей. Хвича ловит ковид, тоже не играет. Досада. И сборная Грузии проигрывает 0-1. И вот, кстати, как вспоминает то время и тот матч Гурам Каши. Я помню разочарование, которое мы испытали. Это полностью сломало нас как игроков. Это был шок для всей страны. Люди потеряли радость от футбола и спорта. У нас был такой большой шанс. Мы играли дома против Северной Македонии и должны были победить. В то время было трудно. Я думаю, что мы не подготовились как следует, так как в это время был ковид. Ну вот так. Я не представляю, с какими мыслями Гурам вообще жил все эти годы. И вот судьба отблагодарила его за упорство, за старание. И второй шанс он решил не упускать. Вот такая специальная диета, полный отказ от сладкого. В том же интервью Guardian он говорит, что еще и сон он нормализовал. И его же примеру, я, кстати, не знаю, кто чьему примеру последовал, но он говорит, что Буду Зевзевадзе точно так же себя повел. И в итоге, как раз-таки, можно сказать, что эта связка сработала. Зевзевадзе забил 2, обыграли Люксембург 2-0. Каша сыграл 90 минут. И вот спустя 5 дней, возможно, главная игра в карьере Гурама Каши, ну, учитывая то, какой будет год, какие дальше будут события. 26 марта 2024 года матч против сборной Греции, домашний. И вот, как вспоминает Гурам, то, что происходило внутри сборной в это время. Когда мы вышли на игру, мы знали, что вся страна на наших плечах. Если бы мы проиграли, то что мы бы услышали в свой адрес? Люди бы нас критиковали. Но Саньоль помог избавиться от этого напряжения. Он подошел к игре, как никто другой. Он сумел снять давление и заставить нас почувствовать себя свободными. Ну, вы знаете, и в строчках грузинского гимна очень много про свободу. И вот эта самая свобода помогла, по крайней мере, не пропустить от сборной Греции. Это уже было очень важно. Игра была нервная на результат, не самая зрелищная, но в серии пенальти, кстати, Гурам Каши отыграл 120 минут в этом матче, в серии пенальти выиграли. Ника Квиквискири забил решающий мяч, вы наверняка помните эти эмоции. И вот что Гурам рассказывает про то, как он ощущал окончание этой игры и вообще выход сборной Грузии, дебютный выход сборной Грузии на чемпионат Европы. Я помню, когда мы забили последний пенальти, я чуть не потерял сознание от смущения, счастья. Потом я был в раздевалке, мы кричали, мой телефон не умолкал, все писали мне какие-то сообщения, полнейший хаос. Я оставил телефон в раздевалке, и мы отправились на улицы Тбилиси. Гуляли, пили, танцевали и пели, все были счастливы. Но парадокс в том, что у меня даже не осталось никаких видео. На следующее утро у меня, конечно, было похмелье, я залез в телефон, а там не было вообще ничего, никаких воспоминаний. Ну вот, вот так вот отметил Гурам Каши выход сборной Грузии на чемпионат Европы. Пожалуй, что нечего и добавить. Но продолжаем хронологию, возвращаемся в Словакию. После вот этих вот гулянок Гурам Каши уже, кстати, знает, в какой группе будет сборная Грузии, потому что жеребьевка, напомню, она была значительно раньше. Уже мы знаем, что будет Турция, Чехия, Португалия. Но нужно доиграть сезон в Словакии. Там, конечно, потрясающий отрыв, условно. Но Владимир Вайс понимает, что Гураму Каши надо играть, надо получать игровую практику, потому что еще впереди чемпионат Европы. И, тем не менее, достаточно уверенно Слован берет очередной титул. 13 апреля, за 5 туров до окончания чемпионата, Слован оформляет этот титул солидно, уверенно. И вот лишь 18 мая заканчивается регулярный чемпионат Словакии.
И после этого Гурам отправляется в расположение национальной сборной. Честно, не знаю, были ли у него какие-то выходные, там, но если и были, то было их не так много, потому что началась подготовка, начались товарищеские матчи. И, если помните, была такая история, когда один грузинский болельщик, он на мопеде приехал из Грузии в Германию, привез флаг с пожеланиями удачи грузинской сборной. И вообще была пресс-конференция перед дебютной игрой с Турцией, да, там были еще товарищеские матчи перед вот этим матчем с Турцией. За день до матча Вели Саньоль, Гурам Каши пришли на пресс-конференцию, большая пресс-конференция, она есть на ютубе, кстати, и там Гурам, к счастью для меня, говорил на английском, поэтому несложно мне было перевести, что он сказал, а там мысли интересные, конечно же, есть. Все в стране говорят только о футболе и о нашем достижении. Представляете, парень проехал на скутере 4000 километров. Просто чтобы доставить нам флаг в Германию. Это было чертовски приятно. Мы действительно очень гордимся тем, что находимся здесь, и мы хотим показать, что мы заслуживаем быть здесь. И эта энергия, что сейчас копится внутри страны, дает нам большой импульс добиться хорошего результата. Я знаю, что некоторые из моих друзей пожертвовали месячные зарплаты, просто чтобы приехать и увидеть наши матчи. Грузинские болельщики любят футбол и очень ценят эту игру. Мы ждали своего большого турнира больше 30 лет, и вот, наконец, это случилось. Это очень важно для наших болельщиков, мы знаем это и сделаем все возможное, чтобы показать Грузию и нашу команду в лучшем свете. Я думаю, что мы добьемся успеха. Вы знаете, так скромно, по делу и в то же время с фокусом на главном Гурам здесь высказался. Мне, в общем-то, нечего добавить. Блестящие слова капитана. Когда же речь зашла о каких-то конкретных целях на этот турнир, потому что, да, можно высокопарно, красиво обо всем говорить, но вообще для чего приехали? Порадовались, вышли на Евро, и что дальше? И вот как он на это отвечает. Мы заслуживаем быть там, ну, то есть на чемпионате Европы. И я так счастлив, что это произошло. Я чувствую, что мы достойная команда, и мы можем удивить. Нас будут бить, но мы обязательно нанесем удар или даже 2 ответных удара. Если попадем кому-то в лицо, то все будет в порядке. Здесь как будто бы Гурам сыграл на любви, я думаю, большинства грузин к единоборствам. Вы знаете, сейчас в свете успехов грузинских бойцов очень это уместное сравнение, я бы сказал. Ну, в общем-то, в итоге так оно и вышло. Турки били грузин, ну, можно сказать, наверное, да, добили. Чехи не добили, а вот с Португалией как раз-таки Грузия нанесла ответный удар, 2-0 выиграли. Ту ночь я не забуду никогда, что происходило в Тбилиси, вообще по всей Грузии. Ну и, конечно, один из главных творцов грузинского чуда — это Хвича Кварацхель, и про него Гурам тоже говорит очень даже лестно. Он действительно хороший и просто обычный парень. С тех пор, как он стал большим игроком в Наполе, если вы выйдете из отеля на тренировочном поле, здесь он же про сборную говорит, вокруг автобуса команды всегда полно народу. Все дети хотят сфотографироваться с ним. У нас в сборной такого вообще никогда не было, а я в сборной уже 15 лет. Иногда он говорит в раздевалке, а на поле он потрясающий игрок. Когда я играю против него на тренировке, я иногда трачу время, пытаясь поймать и угадать его действия. Это никогда не срабатывает, он очень быстр и часто просто подкалывает меня. У него хороший менталитет, и его поколение гораздо более уверенное в себе, чем мы. У нас не было так много сильных личностей в раздевалке. Вот что сказал Гурам про Хвичу Кварацхелию. Ну, конечно же, несмотря на Хвичу и ряд других звездных игроков, у грузин, к сожалению, не получилось обыграть сборную Испании, но здесь, знаете, Гурам никакой ложной скромности не допускает, он говорит по делу о матче против Испании, где Грузия проиграла 1-4. Удары, очень много ударов, их было действительно потрясающее количество. Мы играли против лучшей команды в мире. И как бы не был хорошим Мамардашвили, он не может спасать нас вечно. Мы ожидали, что игра будет сложной, и она получилась действительно чертовски сложной. Соперник был лучше нас, тут мне нечего добавить. Я желаю команде удачи и победы на турнире. Это просто высочайший уровень футбола. We play against the best team, I think, in the world. Вот так Гурам сказал про сборную Испании. И действительно, она в итоге стала победителем турнира.
У Гурама очень много татуировок, и отдельная история — это татуировка Джона Леннона, которая у него есть. И вот перед чемпионатом Европы как раз-таки Гурам в интервью УЕФА, официальному сайту, официальным соцсетям УЕФА рассказывал об истории этой татуировки. Хотелось бы вам тоже поделиться этой историей. Это нечто особенное для меня. Моя дочь смеется над этим, потому что она думает, что это Гарри Поттер. Ну, мои товарищи по команде тоже так думали какое-то время назад. Большинство из них молодые, и они не знают вообще, кто такой Джон Леннон, поэтому они считали меня фанатом Гарри Поттера, хотя я им не являюсь. А все дело в том, что отец Гурама Акаши был поклонником Битлз, и вот когда его не стало, Гурам решил таким образом отдать дань уважения и как-то сохранить память об отце на своем теле. Он как раз-таки в этом самом интервью для сайта УЕФА рассказывает, что когда начинаешь делать татуировки, то невозможно остановиться, а первые свои татуировки он начал делать уже находясь в Нидерландах, когда приехал играть в Vitesse. My father was a big fan of him. When he passed away, I want to keep his memory by doing this tattoo. So it always reminds me to remember him. Ну и вот в какой-то момент дошло и до Джона Леннона. Ну, есть еще несколько историй по поводу того, как у него появилась любовь к Битлз. Когда у нас не было электричества, опять возвращаемся к этой теме, отец предложил мне послушать несколько песен, так как у нас была стереосистема с кассетой и батарейками. Я ее ненавидел. И потом со временем он начал говорить со мной о Поле Маккартни, о Битлз, и мне начало это нравиться. Ну, в общем-то, здесь можно понять Гурама. Я тоже большой поклонник творчества Битлз, надеюсь, как и вы. Вот так закончится чемпионат Европы, Гурам возвращается домой, его приветствуют на сцене, все гуляют. Что творилось в Тбилиси, я думаю, рассказывать не надо, если вы там были в эти дни. И вот что Гурам говорит по итогам чемпионата Европы. Для нас это было потрясающее приключение, мы чрезвычайно гордимся тем, чего смогли достичь. Сегодня мы не добились желаемого результата, но мы очень счастливы тем, как представили нашу страну на первом крупном турнире. Ну, кстати, он говорит на первом, но кто сказал, что это будет последний? Даже для того же Гурама мы смотрим 25-й, квалификация чемпионата мира, пока без каких-то больших ожиданий, но почему бы и нет. Ну и вот, казалось бы, я напомню, Гурам сыграл по 90 минут в стыковых матчах за выход на Евро. Во всех матчах чемпионата Европы, ну вообще с Грецией это 120 было минут, он был ведущим игроком в составе Слована, капитаном Слована. И вот, ну, наверное, уже 36-37 лет исполнилось ему, кстати, после чемпионата Европы. Наверное, нужно сделать паузу, отдохнуть, куда-то на Мальдивы сгонять. Но нет, Владимир Вайс позвонил, говорит: Гурам, выезжай, у нас квалификация Лиги Чемпионов. Гурам приехал, 4 квалификационных раунда. В каждом раунде по 2 игры дома на выезде, по 90 минут Гурам все эти матчи отыграл. 4 раунда Слован прошел, и впервые вообще в истории Гурам попал в основной, как теперь говорят, групповой этап Лиги Чемпионов. Представляете, в 37 лет сколько было походов у Гурама, а вы знаете вообще, а дофига их было. Вот вы можете посмотреть ретроспективу со Слованом, с Владимиром Вайсом, пытались они покорить этот самый чертов проклятый для Слована групповой этап. Был второй квалификационный раунд, потом еще раз второй, потом третий, и вот с 4-й попытки Гурам и Слован попали, причем в таком драматичном матче против Мидтьюланда 2-1 выиграли. Но не знаю, мне кажется, у Гурама уже эмоций-то и не осталось. Тем более, что после всех этих ярких игр, еще же были матчи в чемпионате Словакии, там никто ничего не переносил. То есть стабильно Гурам 2 матча в неделю играл. Потом возвращается в Тбилиси, матч на Мецке, 4-1 громят Чехию, выигрывают в Албании. И вот что Гурам говорит после матча в Албании. Поздравляю с победой, мы одержали очень важную победу. Мы постараемся продолжать в том же духе. Главное довести это дело до конца и закончить так, как начали. Коротко, по делу,
без лишних эмоций. Впереди у Грузии еще 4 матча, это сентябрьские игры, и где было 2 победы. Ну, собственно, в сентябре уже происходит дебют Гурама Кашия в Лиге Чемпионов. Там, к сожалению, не все получается, но вот на данный момент Гурам и его команда сыграли уже 6 матчей. К сожалению, все проиграли, но были яркие игры, там не все получалось. Ну, соперники сумасшедшие, Ман-Сити, там Милан. Ну, стоит ли говорить, но какой опыт. Проходят матчи уже 3-4 тура в Лиге наций, там у Грузии не все получается, 2 поражения, и вот решающие матчи. 5-й тур, матч ноябрьский в Батуми против сборной Украины. Я был на этой игре, единственная игра Лиги наций. И вообще в этом году, в 24-м, сборной Грузии, на которой я лично присутствовал, видел эмоции Гурама, как он был вовлечен, в каком он был в шоке, что Грузия пропустила так быстро, как он пихал Кверквелии постоянно. Смотрите на Гурама Каши, что он делает, да? Как он был вовлечен в игру. И вот после матча он был очень даже рад, что сборная не проиграла. Хотя, скажем, до перерыва могли пропустить даже больше, чем 1. И вот что он сказал после матча. Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру. Нам это удалось во втором тайме. Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем ничью, я был бы доволен. Ну а по второму тайму, знаете, действительно, пожалуй, может быть и были шансы на нечто большее. Но, знаете, вот этот в конце сейф Мамардашвили до сих пор у меня перед глазами стоит. Хорошо, что не проиграли, это точно. Ну и, наверное, знаете, это был такой главный аккорд вообще 24 года. Потом была игра в Чехии, не получилось, там проиграли 2-1. И оставшиеся игры Лиги Чемпионов в чемпионате Словакии. Ну, там, наверное, я уже ничего такого выделять не буду. Но вот представьте, 36-летний Гурам Каши в начале года, не игравший ни в Лиге Чемпионов, ни на чемпионате Европы, реализовал, я думаю, все свои мечты, и детские, и те, которые он загадывал, наверное, перед наступлением 24 года. И давайте сейчас попробуем посчитать, сколько у него матчей было в 2024 году. Вот попробуйте загадать, вот не так просто это посчитать, потому что разные сезоны, там клуб, сборная. Вот вы как думаете, сколько? Вот даю вам пару секунд подумать, поразмыслить. Сборная, клуб, Еврокубки. Я вот, когда загадывал, так думал, наверное, очень много, но сколько же, сколько? И вот давайте считать. Получается, что в новом сезоне, то есть вот сезон, который идет, 24-25, он провел 29 матчей за клуб, вот увидите статистику, и 6 матчей за сборную, то есть это матчи Лиги наций. Причем, знаете, в Лиге Чемпионов и в играх за сборную он играл без замен. С Загребом была там замена, там буквально 11 минут, он чуть ушел пораньше. А так вот все остальные 11 матчей без замен. Помимо этого, то есть получается у нас 35 матчей, правильно? И у нас еще было 22 матча в начале года. Представляете, 22 матча вот в первой половине года с учетом квалификации. То есть стыки 2 матча, там товарищеский матч, 4 матча чемпионата Европы. И еще вот та самая встреча с Китаишвили. И получается всего 57 игр Гурам Кашия провел за календарный 2024 год. Сумасшедшая цифра для такого футболиста, и слава богу без травм, и, знаете, хочется, чтобы в 25-м этих игр было не меньше, хотя, конечно, вот так вот играть через 3 на 4, как это было летом, знаете, даже не факт, что на Евро ему было сложно, потому что то, что творилось, я понимаю, что чемпионат Словакии можно как-то там недооценивать или говорить, что он не такой сильный, но вот проходить квалификацию Лиги Чемпионов с самого первого раунда, пройти ее целиком, это, конечно, дорогого стоит. Ну и знаете, наверное, главное, чему научил нас Гурам Каши в прошедшем году, что нужно идти вперед, несмотря ни на что, не оглядываясь, не сожалеть слишком долго, не переживать, а вот просто делать свое дело, работать, отказываться от чего-то, будь то сладкое или, не знаю, ночные часы лишние, без сна. Грузины любят свою страну больше, чем свои семьи. Мы хотим показать свою страну, рассказать о ней. Мы увлечены ею. Это также касается и меня. Когда я представляю свою страну, это самый гордый момент для меня и моей семьи. Я знаю, что должен бороться за свою страну, и тогда легко мотивировать себя. Почему бы Гураму 2025 год не закончить, как минимум, в стыках
на чемпионат мира 2026 года. Давайте пожелаем ему именно этой цели в наступившем уже году. Ну и дай бог все сбудется. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Обязательно оставляйте лайки, комментарии. Что вы думаете о футболисте Гурам Аккаше? Я, конечно же, не рассказал много моментов из его карьеры в целом, но повторюсь, что здесь у нас фокус был именно на 2024 году, где было и так очень много событий. Если бы мы тут рассказывали про всю его карьеру, то, наверное, разошлись бы где-нибудь в феврале. Если вы хотите увидеть подобные материалы про других грузинских футболистов, поддерживайте канал, подписывайтесь, можете отправить пожертвования на развитие канала. Таким образом я смогу делегировать часть работы и делать еще больше качественного контента для вас. Ну а вам спасибо, что досмотрели до конца. Продолжаем следить за грузинским футболом. Сакартвелос Гаумар. Счастливо! Sakartvelo